Здравствуйте, с вами Мария и канал Греческой кухни. Сегодня я для вас приготовлю, если можно так сказать, бублик, да? Греческий бублик называется кулури Thessaloniki. Обычно это так называется, то что кулури это то, что оно круглое, а Thessaloniki это там, где оно больше, где оно производилось, сперва производилось, или там, где он больше распространилось, потому что если по всей Греции скажешь кулури Thessaloniki, они тебе скажут, вот это оно. А так, если пойдете в булочную и скажете кулури, они вам могут предложить разных вариантов, потому что от слова кулури у нас есть много вариантов, да? А если хочешь такую булочку покушать, надо заказать как кулури Thessaloniki. Кулури Thessaloniki, оно сперва было готово как просто хлебное тесто в кунжуте. И все. Да? Оно было самое такое дешевое, самое быстрое, которое можно было приготовить. Покупали его везде. В центральных дорогах, на улицах можно было... Вот по улице ходишь, и там стоит один обычно взрослые дядьки стоят и подают кулури Thessaloniki. Потом его начали продавать вместе с сыром. Отдельно берешь, покупаешь это кулури, и вместе дают тебе и сыр. Было два вида сыра. Сыр был белый, фета, и желтый, как называется, касери. Потом их стали делать сладкими. Значит, они внутри ставили кишмиш. И так, с годами что-то добавляли. В последнее время их очень часто делают внутри фаршированные, да? И один из этих вариантов я хочу вам сегодня показать. Для начала я сделала тесто, да, всегда делаем сперва тесто, потому что тесто должно подняться. Я сперва в один тазик добавила воду, молоко, да, все ингредиенты, кроме муки. Муку я добавляю всегда, конечно, ну, как все, в конце, да, потому что сперва надо, чтобы чтобы растворились хорошо дрожжи, да. Сделала тесто, немножко замесила, оставила, чтобы поднялось в 2 раза. Ну, так как у нас жара, невыносимая жара, оно очень быстро у меня поднялось, и, можно сказать, в 3 раза. Тесто я сняла. Пока я тесто делала, я сделала начинку. Начинка у меня из 3 разных видов сыра. У меня сыр фета обязательно, сыр гауда и сыр, как называется, это как по-вашему творог. У меня анфотиро это было, по-гречески анфотиро, по-русски творог, ну, наподобие творога. Честно говоря, у нас анфотиро и мидзитра, то, что у нас эти 2 сыра, они по-вашему называются творог. Ну, больше, как сказать, более близко они к творогу, да? Ну, конечно, вы не будете искать ни анфотиро, ни мидзитра, возьмете творог и внутри будете заполнять творогом. Итак, тесто у меня поднялось, порезала тесто на 16 кругляшков, да, на колобков. Итак, как будем теперь заполнять эти кулури? Отрезала, во-первых, пергаментную бумагу, потому что с ней будет удобно, если на ней будет тесто, этот кусок теста, чтобы я могла легко закреплять тесто, чтобы оно не открылось и не вышла начинка. Итак, беру один колобок, раскатываю его как одну питу, да, в размере как маленькая тарелка.
раскатала и по кругу руками ставлю от краев где-то на 1,5-2 сантиметра. От краев я ставлю сыр. Смесь сыров, который я уже приготовила. Да, в сыре я вам говорила, 3 разных вида сыра и яйца. Если вы хотите, ну это зависит, насколько у вас ваш сыр соленый или нет, можете добавить соль. Я добавила соль, потому что у меня фета была нормальная, а фотиро, то, что у вас творог, оно же не соленый, поэтому надо добавлять. И раскатала я тесто. Поставила вокруг, от краев отошла где-то на 1,5-2 сантиметра, да, 1,5-2 сантиметра. И по кругу поставила сыр. Посередине сделала пальцем дырочку и немножко ее открыла. И беру теперь уже от середины, от этой дырочки, которую я сделала, и от края. И закрепляю эти два края теперь уже, да, закрепляю очень хорошо. Так как дырочка посередине меньше, а это побольше, надо делать типа как складки. Получаются складки. И вот так по кругу, когда делаешь, закрепляешь тесто, бумага снизу она заворачивается. Вот видите, вот опять сейчас я показываю повторно, да. Открыла, раскатала тесто как одну маленькую тарелку в размере, да. Поставила на пергаментную бумагу. Края немножко нажала, потому что края, из-за того, что будем делать складки, не надо, чтобы они были толстые. Вот так отошла от края где-то 1,5 сантиметра. И видите, да, по кругу сделала. Сейчас я сделала дырочку и беру от дырочки тесто и от края и заворачиваю и закрепляю тесто. Получается, с внешней стороны получаются складки. Это ничего, это нормально. И немножко я растягиваю, чтобы открылось побольше. И теперь уже макаю в сахарную воду и смесь кунжут. У меня тут 2 вида кунжута. Белый обычный кунжут и черный кунжут. И плюс еще у меня льняные семечки. Это не... Это более по-современному. Если вы не хотите из этого ничего ставить, там черный тмин и так далее, обычно, по-нормальному они вообще-то на кунжуте, на белый кунжут. Итак, отправила в духовку на 200-220 градусов, где-то на 25-30 минут. Их не надо долго печь, да, они же тонкие, но надо, чтобы они были на большом огне, чтобы они немножко порумянились, да. И все, это у меня получилось, это очень вкусно, это вот очень хорошо для завтрака, в школу взять, на работу взять. Видите, вот начинка, у меня ничего не вышло. Итак, это у меня на сегодня. Приготовьте, наслаждайтесь. Ну а мы увидимся очень скоро в следующем видео. Целую, обнимаю вас крепко-крепко. Ну а пока.